Всем привет! Недавно Регара выпустил видео, как можно заработать на премиум, просто фармя мобов. Если кто не видел, обязательно посмотрите, там много полезного. Видео доступно по подсказке, в правом верхнем углу. Ну а для тех, кому лень переходить по ссылке, вкратце расскажу суть. Регара предлагает фармить Т5 статичные групповые данжи хранителей в черных землях, используя одноручный кинжал в коже. Я, как прирожденный экспериментатор, не мог не попробовать данный способ. Для эксперимента не стал создавать нового персонажа, так как у меня есть несколько нулевых персонажей на использовавшемся ранее аккаунте, которые я приобрел, когда основу банили на некоторое время. Итак, этим персонажем я прошел обучение, открыл 4-ю риверку и создал карманную гильдию. Это все заняло несколько часов и съело все накопленные за обучение деньги. Так что я стартую из Люнхерста с 9000 серебра. И первым делом нужно открыть 4-е ношение кожаных курток, шапок, кинжалов и факелов. Ношение кожаных сапог я открыл раньше, но это не влияет на эксперимент. Т3 сет плюс обычный Т4 плащ и Т3 сумка обошлись в 7к серебра. И на маунта мне уже не хватало, даже на Т2 мула. Я купил Т4 жаркое, дабы повысить урон и соответственно скорость убийства мобов. Кстати, выбор города не играет вообще никакой роли, так как Т5 статики в черных расположены в соседней от каждого портала локации. Но моей задачей на данный момент было достать быстро серебра на маунта и открыть Т4 ношения оружия и брони. Я активировал премиум, хотя надо было это сделать перед походом на рынок, чтобы сэкономить пару серебряных на налогах. И отправился в соло-поход 4-го тира. Этот поход принес 7500 фейма, 8000 серебра и самое важное, королевский знак. Я выставил его на продажу за 40 000. Это целое состояние для меня на данный момент. Но на Т3 плотву серебра пока не хватает, так что покупаю ослика, точнее мула. И еду в синюю локацию 4-го тира, чтобы там открыть 5-ю риверку и 4-е ношение экипировки. Пока действовало жаркое, прошел один рандомный двухэтажный данж. За это время у меня купили королевский знак, плюс в данже выпала книга интуиции и немного лута. Поскольку без падений в данже не обошлось, я починился на 2000, но все равно уже имел 50 000 серебра. К тому же 2 этажей данжа хватило, чтобы открыть 4-е ношение брони и оружия. Я переоделся в Т4 куртку охотника и капюшон убийцы. Кинжал и факел менять пока не стал. Выставил на продажу весь лут, за исключением Т4 рун и душ и Т5 рун, так как они пригодятся в дальнейшем для зачарования экипировки. Прошел еще 2 соло-данжа 4-го тира. Можно было обойтись одним, так как Т5 риверка открылась после первого, но мне захотелось по максимуму использовать время действия еды. Во втором данже упала 5.1 сумка, а серебра стало уже 65 000. Починил шмот на 1000, так как в этот раз ни разу не упал. За час фарма открыл риверку, Т4 ношение шмота и сделал первые шаги к ношению экипировки 5-го тира. Выставил лут на продажу. Сумка потянула на 30 000, а в кошельке уже было 70 000. Учитывая, что книгу интуиции еще не купили, я сменил Т3 кинжал и факел на Т4 и сразу решил его зачаровать, так как по моим расчетам это обошлось бы значительно дешевле, чем покупать 4.1. Докупил 4-х рун и, подумав, решил зачаровать и остальные шмотки. Купил еще рунок на 10 000. Передохнул полчаса, за это время у меня купили часть лута и я был одет в 4.1 шмот и имел 110 000 серебра. Определенно это успех. Но перед походом в черные надо было потренироваться в соло-рандомках 5-го тира в желтых локациях. Одноручный кинжал нормально показывает себя в фарме пачек мобов, а для убийства боссов просто топ за свои деньги. Из первого же данжа я вынес Т5 золотой факел. Это 5 соло РД карту.
Само собой прошел ее. Этого, конечно, не хватило, чтобы открыть пятое ношение, но я понял принцип фарма с одноручным кинжалом в куртке охотника и капюшоном убийцы. Починка сожрала 8500. Сохранил низкоуровневые материалы. На рынке сразу купил 2 Т8 Жаркова, 10 Т4 ядов, третью лошадку. Шедевральный факел решил оставить себе, так как их неохотно скупают на рынке. Остальное выставил на продажу. Через полчаса мой капитал составлял 160 тысяч, и я был готов к черным землям. Изучив карту, решил отправиться в данж западного портала. Так как путь до него был дольше, чем до других данжей, я предположил, что там будет меньше конкуренции. Зашел в данж, упал на одном из паков, понял, что мне не хватает либо опыта, либо мощности предметов. Вышел на поверхность, где между делом забрал сундук и получил из него Т6 пику. Там же зашел в групповой рандомный. Зачистил пару паков и получил 2 уровня ношения экипировки. После сольных данжей темп прокачки, конечно, фантастический. Еще 10 минут в этом же данже и Т5 ношения брони и оружия открыт. Решил вернуться в город и переодеться в шмот 5 тира. По дороге из роумеров получил 5.1 сапоги солдата и книгу интуиции. Починка обошлась в 16 тысяч. Копье, книга и сапоги принесли 70. Я купил экипировку 5 тира с планом зачаровать ее до 5.1, а также разорился на плащ демонов. Создал ордер на покупку Т5 рун и подождал 15 минут. За это время ордер на покупку отработал, что-то было продано, баланс составлял почти 90 тысяч, я одет в 5.1 сет с плащом демонов, теперь чистить статик должно быть ощутимо проще. Я докупил расходников, взял банку инвиза на всякий случай, Т8 яд, если нужно будет драться с людьми, ну или попадется сложный пак, и 20 Т4 ядов для фарма. Пробный заход на полчаса прошел без особых проблем. Я пользовался маршрутом из видео Регару, не встретил конкурентов и благополучно вернулся в город с лутом. Ремонт обошелся в 35 тысяч, но стоимость Т7 сумки и пары книг интуиции все с лихвой компенсировали. Близилось время техработ, поэтому я быстро закупил расходников и отправился в данж. Даже успел собрать несколько сундуков перед ДТ. Сразу после рестарта я принялся за фарм. Дошел до босса друида, он оказался прокнутым. И с него выпал хороший лут. Плюс ко всему до этого падали ценные вещи, такие как плащ нежити, 5-3 шлем хранителя и детеныш быстрокогтя. За эти полчаса после рестарта мне нападало лута минимум на 500 000, да и наличкой уже было 640 тысяч. Перед выходом из босс-рума стоят довольно неприятные мобы, и нужна тренировка, чтобы нормально через них проходить. Плюс я увидел конкурента. Сагренные мною мобы дали возможность ему спокойно пройти. Он кинул ножи и сдал ешку. Я попытался откайтить, затем ушел в инвиз. После выхода из инвиза надо было просто зарезать противника своей ешкой, или хотя бы кинуть в него ножи. Но я попытался просто убежать. Предсказуемо упал на мобах, и из-за того, что находился в бою, подняться должен был только через 3 минуты. Противник также упал от мобов, но так как я его ни разу не ударил, он поднялся через несколько секунд. Он мог добить меня, пока на нем висел антиагр, но он этого не сделал.
Вместо этого принялся чистить мобов, и у меня появилась надежда на реванш. Но не фартануло. Сейчас, конечно, нет слов от того, как все было неправильно сделано. Но это первый бой в условиях данжа, и по традиции надо было его глупо слить. Конечно, было крайне обидно потерять такой ценный лут. Скорее всего, если бы не было ничего ценного, я бы действовал агрессивнее. Но на тот момент была одна мысль – свалить и унести ценности. Но денег к тому времени было уже достаточно, чтобы не переживать за слитый шмот. Так что я снова закупился, решил попробовать использовать сапоги призрака. В остальном все стандартное. Зачарил вещи, взял расходку и поехал в тот же данж. Войдя внутрь, обнаружил, что по маршруту нет мобов. Увидел врага, отвейдил мобов сапогами. Не смог определиться, как инициировать бой, слил всю манну и решил отойти на мост. Сагрил бабу, прошел дальше, кинул ножи для ускорения и решил выходить из данжа. Успешно это сделал. Немного потусил на улице, снова зашел и пошел по другому маршруту. Успешно забрал несколько сундуков, зайдя довольно глубоко внутрь данжа. И тут встретил старого знакомого. Он попытался пройти через мобов, чтобы атаковать меня, потерял много здоровья и развернулся. Мне надо было сразу преследовать его, но мне показалось, что я цепанул его ножами, поэтому не торопясь начал преследование. Противник упал на мобах, но по всей видимости я не задел его ножом. Плюс достать его, не упав сам, я скорее всего не смог бы. Дождался, пока он встанет. Сагрил ножами мобов и снова крайне глупо откинулся. Еще раз собрался, в этот раз решил не мажорить и взял сапоги наемника. На этот раз поехал через восточный портал в самый ближний данж. И он оказался абсолютно пуст. И порадовал неплохим дропом. Там я снова догнал наличку до 600 тысяч. Плюс лута привез минимум на 500 тысяч. Сделал еще один рейс туда же. В процессе стал миллионером и насобирал нормального лута. Снова без проблем вернулся в город. Выставил на продажу добычу, закупил расходников и закончил первый день игры. На этом я закончу и первую часть видео. Спасибо за просмотр, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующую часть и выяснить, возможно ли фармом накопить на премиум за 3 дня пробного премиум периода. Лайки и комментарии также не помешают. Всем удачи и увидимся в следующем видео.